Вот посмотрите, вот вы видите уже муравей. Разведчик, кому-то друг, кому-то враг. И что же он здесь, этот муравей, делает? А делает он уже, я не знаю, вот уже разведку. Он уже видит здесь вот эти вот маленькие черные вот эти вот точечки. Это знаете что? Это яйца тли. И так вот на этом деревце, на этом молодом саженце, всю зиму зимовали вот эти яйца. Муравей ждет, когда из нее начнет вылупляться тля. Как только почки тронутся в рост, тля вылупится из этих яиц и начнет кушать это деревце. Это в данном случае яблонька, сорт Глостер. Кстати, я у себя в питомнике заметил, что тля очень любит зимовать именно на этом сорте, на Глостере. Вот посмотрите, вот и на остальных почечках вот они есть. Вот она тля, очень много. А с этого дерева, когда они вылупятся, они, конечно, начнут распространяться и на остальные соседние деревья. Вот, посмотрите, сколько много. Вот она. Ну что же нам с ней делать? Конечно, мы можем механически ее вот так вот передавить, убрать. И однако не гарантия, что мы ее всю раздавим. К тому же, если деревья большие, их много, механическая борьба с такой мелочью, конечно, бесполезна. И поэтому мы сегодня сделаем раннее весеннее опрыскивание. И также чем же делать раннее весеннее опрыскивание? У меня очень часто спрашивают, чем опрыскивать весной и когда опрыскивать весной. Итак, когда? Весеннее раннее опрыскивание мы делаем, как только сойдет снег, но до распускания почек, до начала всякой вегетации. Итак, только сошел снег, стоит безветренная хорошая погодка, и мы начинаем первое опрыскивание. Чем опрыскивание? Второй вопрос. Можно бордоской смесью. Старый добрый метод. Бордоская смесь. Это свежегашеная известь в смеси с медным купоросом. Эти комплекты продаются в магазинах везде практически. Но я больше люблю карбамид. Вот у нас в магазинах также продаются комплекты смеси для раннего весеннего опрыскивания. В данном случае это карбамид, также с медным купоросом. Итак, здесь комплектик на 10 литров воды, в который входит 700 грамм карбамида и 50 грамм медного купороса. 10 литров воды. Почему мне нравится больше карбамид, чем бордоская смесь? Самое главное это то, что карбамид, он еще и служит удобрением. Попадая на веточки, он немножко всасывается через кору, через почки, и ранней весной дерево получает очень хорошую подмогу для старта в виде карбамида, в виде азотного удобрения. Они очень хорошо стартуют. Второе преимущество карбамида в том, что он задерживает вегетацию. Почки деревьев, которые мы опрыскаем карбамидом, будут просыпаться на неделю-полторы позже остальных. А соответственно, эти деревья и зацветут на недельку-полторы позже. В чем здесь преимущество позднего цветения? Таким образом мы уменьшаем риск попадания цветов ранних, таких как персики, абрикосы, ранние сливы, под поздние весенние заморозки. Второе преимущество карбамида. Итак, вот эта вот смесь избавляет нас, уничтожит прошлогодние споры парши, разные всякие яйца вредителей. Очень сильно не понравится такое опрыскивание цветоеду. Если карбамид попадет прямо на него, он отсюда сразу смотается. И так опрыскиваем так, чтобы все было мокро. Также карбамидом опрыскиваем и под деревьями. Прошлогодние листья хорошенько надо тоже смочить вот этой смесью. Они тогда быстрее перегниют. Карбамид очень хорошо стимулирует разложение органики. И также уничтожит и споры грибов и вредителей под деревьями. Кстати, карбамидом именно вот в этой концентрации 700 грамм на 10 литров вместе с медным купоросом мы можем опрыскивать не только весной, но также можно делать и осеннее опрыскивание.
очень важно срок осеннего опрыскивания. Осеннее опрыскивание карбамидом нужно проводить, когда уже опадет с яблонь где-то 20, 30, может даже 40% листьев. Ни в коем случае не раньше. Если мы сделаем это в конце августа, начале сентября, когда листья даже еще не начали падать, мы можем спровоцировать запоздалый рост дерева. А это чревато подмерзанием, сильным подмерзанием зимой. Поэтому осенью карбамидом опрыскиваем деревья и все под деревьями, когда уже начинается листопад. 20, 30, 40% листьев, когда опали. Это также очень хорошо стимулирует разложение вот этих вот старых листьев, а также уничтожает споры грибов. И, конечно же, само собой, удобрения, азотные удобрения. Так что вперед за работу. Приготовление раствора здесь очень простое. Просто высыпаем, берем чистое ведро. Чистое оно должно быть для того, чтобы не забивало распылители в опрыскивателе. Высыпаем 700 грамм карбамида в ведро. Заливаем водой, перемешиваем. Перемешиваем до полного растворения. И потом в это же самое ведро засыпаем медный купорос. Все, эту смесь в опрыскиватель и вперед в поле. При опрыскивании любыми химикатами, в том числе и карбамидом, все они токсичны для человека. Обязательно используйте маску. Обязательно для защиты дыхания. При работе с пестицидами желательно использовать еще и очки. Обязательно работайте, старайтесь работать в безветренную погоду, чтобы то, что вы прыскали, не попадало на вас. Обязательно соблюдайте меры предосторожности при работе с любой химией. Еще пару слов о карбамиде. Карбамидом можно подкармливать деревья и летом, только доза, норма карбамида должна быть в 10 раз меньше. Это значит, что 10 литров надо использовать не 700 грамм, а лучше всего 50 грамм карбамида. Таким образом, если вашим деревьям вдруг не хватает азота летом, это бывает, кстати, когда засуха, вы можете карбамидом через листья экстренно дать деревьям азот. Вот такая простая, но очень необходимая нашему саду работа. Кстати, такую же работу надо выполнить и с кустами, со смородиной, с крыжовником. Хотя крыжовник, смородина распускаются раньше, и поэтому им такое опрыскивание нужно сделать пораньше. Вперед!